Всем привет, в эфире Panzer Apostle Models. И сегодня буду собирать такой вот узелок. Сидельный тягач с прицепом Муковозка. Давно такого не было прицепа на рынке, потому что мне пришлось даже покопаться на Авито, чтобы собрать именно такой узелок. Другие варианты узелков, мы их не будем касаться, поскольку все-таки интересно именно Муковозка. Что с ней можно сделать и какая модель все-таки в итоге получится. Максимально просто попытаюсь показать весь процесс. Если уж взять как обзор модели, давайте взглянем вначале на самую интересную часть. Это кабина, она выполнена из белого металла. Это силумин. Вот. Самая главная проблема в том, что мало кто, смотрю в интернете, из готовых работ зачищает швы от пресс-форм, особенно это касается вот таких видных деталях, как на капоте. Вот тут узел сочленения, скажем так. То есть такая должна быть тут плавная форма. Естественно, в металле ее не получается делать, и поэтому приходится ее зашкуривать, зачищать. Также бывают иногда вот на этих местах следы от половинок форм. И, соответственно, в настоящей модели, естественно, такого нету, и приходится тоже зачищать, так что обращайте на это внимание. И вот тут, собственно. Также бывают оскалены на отверстиях под мелкие детали. Это просто так легко очищается. Я буду делать ранний вариант этой машины с ранней облицовкой передней части кабины, где фары были именно как бы сверху. Это такая отличительная черта. Тем более, что у АВД очень странная кабина для этого тягача. Если совсем уж душнить в историчную историчность, то у машин с ранней облицовкой передка должна быть знак автопоезда, а уже у машин с поздней облицовкой должны быть 3 таких световых огня автопоезда. Естественно, ничего этого такого, таких деталей нету, так что будет такая весьма условная машина. Я уже успел подсобрать кабину, интерьер кабины, вернее. Я буду делать именно в таком варианте, то есть я буду окрасить уже на собранной модели сиденье. Так мне показалось, будет проще, и в принципе можно даже заценить, как будет выглядеть почти готовая модель. Здесь, собственно, за это я люблю модель от АВД, что хоп-хоп, и уже в принципе все готово, и даже готово к окраске. Рама из себя представляет пластиковую деталь, и должен быть шов. Тут единственное есть остаток от литника, его, соответственно, надо просто зачистить. И посмотреть, иногда на раме тоже бывают половинки от пресс-форм. Так что давайте продолжим сборку. Причем продавец, очень интересно, продается на Авито, он как-то отмечал комплектность модели, за что ему большое спасибо. Потому что иногда бывают неполные комплекты моделей, что тоже очень неудобно, неприятно. Собственно, я выполнил вот этот шаг, вот этот шаг. Детали экстерьера кабины я уже буду делать на этапе окраски, вернее, уже после окраски. Так просто проще красить. Этим-то и хороши модели от АВД. Собственно, вот эти все и стекла буду, естественно, после окраски приклеивать на свои места. Потому что у многих есть вопросы, как приклеивать стекла, я это, собственно, более подробно покажу на уже чуть более готовой модели. Так что я предлагаю перейти к ходовой части. Ходовой части, бамперу и прочим деталям. Для отламывания, скажем так, деталей литника, откусывания использую бокорезы. То есть очень просто. Возьмем интересную деталь бампера переднего. Собственно, рамы советских грузовиков красятся в черный цвет, и поэтому тут можно особо не бояться. Можно все сразу приклеить на свои места. Да, черный пластик, он не очень удобен для окраски, не очень удобен для работы, потому что не видно косяков. Так, теперь важный момент, который часто спрашивают, как приклеивать детали с наборов от АВД на свои места. Я использую обычный суперклей, который можно купить и на Озоне, и в хозяйственном, и где бы то ни было. Вот, так ставим на свое место передний бампер. Также на передний бампер нужно будет поставить клыки буксировочные. Тут также все предельно просто откусываем. 2 места. И приклеиваем. Так, продолжаю работу над узелом. Собственно, рама уже почти собрана.
Мне осталось только приделать мосты. Это вообще такой самый иногда непонятный для новичков момент. Вот, собственно, мост передний. Я его немножко подобработал. И проблема в том, что тут вот такие вот, не знаю, видно вам, не видно, такие вот маленькие шпилечки. Нужно ставить колеса. Причем узелов Влада сделал как-то очень неудобно, нетривиально. То есть надо вот эти шпильчики протащить сквозь, протащить сквозь отверстие. И не всегда это прям очень тривиально получается. Да, видимо, тут потребуется пинцет. То есть это самая такая нелюбимая моя часть в работе над моделями от АВД. Именно в узелке. Но ничего, лучше АВД не придумал. Видите, я вот так продеваю. И давай. И нифига. Поэтому приходится иногда шпильки стачивать. Да, не получится. Значит, надо будет, видите, приходится обратно вытаскивать. Так что придется тут спилить вот эти вот зазубрины, которые, по идее, должны удерживать деталь на своем месте, чтобы продеть. Видимо, тут проблема с допусками и посадками, которые я могу просто не понимать, как делать. То, что вот так я спилил. Еще детали очень мелкие. Вообще, чем нравится модель от АВД, то что детали крупные, не надо ничего мельчить. Но получится на этот раз. Давайте возьмем в качестве пинцета бокорезы большие. Так, чуть лучше. Спиливание. И у меня наконец получилось продеть шпильки в отверстие в мосте. И теперь можно спокойно, ну, вернее, опять же, не совсем спокойно вставлять диски на свои места. Опять-таки тут очень большой натяг. Что, наверное, даже можно диски повредить. Я вот делаю так, пинцет и продеваю шпильку. Так, отпираясь пинцет. Во. И встал, даже крутится. Вращается, вернее. Так, то же самое проделаю с вторым. Причем мне набор достался, можно сказать, с помойки, с Авито. И поэтому совсем комплектная модель. Вернее, детали валялись в коробке. Хаотично. Вот, поскольку я спилил часть зазубрин, диск относительно легко вставляется на свое место. Чему я могу радоваться. Ну, вот таким образом. Значит, там силы. Вот, чуть-чуть осталось. Конечно, можно было бы рассверлить диск. Опа. Вот о чем я говорил. Что вот, используя даже силу, можно слегка повредить диск, и модель будет вот уже фейл. То есть надо было бы его распилить. Да, все, мы повредили диск. Все. Вот такая фигня. Так, теперь его надо будет раскрошить, надо бы. Вот так вот. Бывает. Поэтому, видите, с силой надо быть очень аккуратным. Благо у меня запасной диск. Каким-то образом он мне попался. И чуть-чуть мы его рассверлим. Входное отверстие. С помощью просто сверла. Вот так вот рассверлили. Причем я использую всегда коричневое сверло от мачете. Оно просто как будто идеально под эти диски. Ну, так опытным путем. Вот. Все равно получается небольшое усилие, но оно уже не такое сильное, чтобы сломать диск. О.
Интересно, почему у меня получился запасной диск? Мне это не очень понятно в наборе. Все, и вот так мост у нас готов. То есть осталось его только приклеить на свое место при помощи суперклея. Суперклей, как обычно, надо выдавливать. О, видите, он аж крутится, не мешает попасть. Все тут и все очень легко. То есть пазы, отверстия и вставляем. Вот так вот. Все. У нас даже вращается диск. Так, то же самое с задним мостом. Задний мост состоит из деталей моста, собственно. При этом тут пытался собрать этот набор, уже его приклеил, что не очень удобно. И оси. То есть у нас колесо вращается. Вот. То есть вот так вот. А тут тоже все-таки не очевидно. Вначале, естественно, собираю заднее колесо из двух дисков с помощью того же суперклея. Все максимально просто. Собрали. Пусть оно сохнет. Также со вторым диском. Собрали. Сохнет. Так, и теперь нам надо просунуть ось. Она тоже у нас не вставляется очень легко. Собственно, я опять буду сверлить коричневым сверлом пазы. И вот, если просверлить, то отверстие станет больше, шире. О. И вставляем сверло. Вставляем ось, естественно. О, диск встал. Причем коричневое сверло как раз самое оптимальное для вставления осей. О. И все. Осталось продеть. Продели. Вставили. Все. И в принципе сам тягач готов к покраске. А, самое главное это я забыл седло ставить на свое место. И седло просто остается без клея в распорку. Все очень легко. Опа. С щелчком. И седло у нас вот тоже имеет активное положение. Все, тягач в принципе готов к окраске. Далее можно приступить к сборке прицепа. Прицеп по сути состоит из одной детали. Это вот этот вот корпус плюс небольшая обвязочка и мост. Я решил мост и крылья окрашивать в черный цвет, поэтому их приклеивать не буду. Сейчас я доклею оставшиеся детали. Еще вот такая вот аппаратура, арматура для пневматических каких-то систем. Они будут черным цветом, тоже окрашу отдельно в черный цвет, матовый такой черный цвет, мачете есть классный. Так что подготавливаю детали и дособираю детали прицепа. Все очень просто. Все такая вот защитная рама. Ее я приклею тоже на суперклей. Тут уже есть пазы, есть штыри и пазы. Все очень легко и просто. За что я люблю АВД. Кстати, если вы хотите поддержать мое творчество материально, если вам полезны такие видео обучалки, то реквизиты карты есть в описании к ролику. Буду вам очень благодарен. Вот так вот. И вторую такую рамку. При этом прицеп я буду красить классический желтый цвет. Но зелок у меня будет классический голубой. То есть я попытаюсь его сделать новеньким, но там как пойдет. Если у меня будут проблемы с окраской, то придется сделать его стареньким. Потом-то и опять же прелесть. Я прилип. Прелесть модели от АВД перед другими типами моделей, что наземную технику, особенно советскую, всегда можно состарить, залепить грязью, если что-то пошло не так. А у меня уже что-то пошло не так. Или нет? Нет, все правильно. Даже не заглядывая в инструкцию, я понял, что вот так надо правильно. И осталось приклеить лестницу на свое место. И не заляпать все клеем еще попутно. Что у меня, естественно, на камеру не получилось. Так. И все, даю клею просохнуть некоторое время.
И, в принципе, я пойду его промою сейчас модель под проточной водой. Кстати, вот это мне очень понравилось. Тут уже плохая стыковка, поэтому надо будет сейчас проклеить клеем и прижать. Вот, я промою модель под водой, и модель отправится в грунтовку и дальше в окраску. Если вы воспользуетесь этим промокодом на покупку моделей в магазине «Модельная лавка», то вы очень сильно поможете развитию канала, и я вам буду очень благодарен. Так что покупайте модель в «Модельной лавке», там есть куча моделей от ТВД, есть все необходимые инструменты, краски, ну и в таком духе. И при этом модель доставляют очень быстро, буквально за пару дней до Москвы доходит, в отличие от того же Озон или Алиэкспресс. Так что очень рекомендую воспользоваться этим сервисом, у них классная поддержка, я не раз сам обращался к поддержке, были случаи, и они очень оперативно отвечали, даже заменяли детали, даже заменяли модели. И очень легко решались всякие вопросы по поводу качества моделей. Если вдруг мне что-то не понравилось или был некомплект, особенно часто бывает ОВД. Я разделил модели на кабину, салон и переднюю облицовку радиатора. И переднюю облицовку я накалываю на зубочистку, и таким образом удобно ее красить, и при этом я даже ее не заляпаю. Ну и с салона, в принципе, тоже окрашу в черный цвет, как и раму. Раму и все остальные детали я грунтую при помощи грунта «Откуда» из баллончика. Причем раму я грунтую в грунт черного цвета, и в принципе даже после этого грунта раму можно дополнительно не красить. Но я все-таки прокрашу потом красками от Мачете, чтобы придать чуть-чуть блеска раме, потому что грунт высыхает абсолютно матовым, ну, что не очень подходит для модели ТВД. При этом я очень много грунтов перепробовал свою жизнь, и пока что, мне кажется, грунты «Откуда» для модели ТВД это пока что более-менее оптимальный вариант. Также я грунтую прицеп при помощи уже серого грунта, потому что у меня он будет выполнен в желтом цвете, а черный потом высветлять довольно-таки сложно. А кабину я также загрунтовал серым грунтом, как и сам прицеп. При этом, поскольку у меня кабина будет голубого цвета, я сделаю предварительное высветление белым цветом на больших плоскостях модели. То есть на капоте, на крыше, на дверях и на верхних частях крыльев. Также я дополнительно высветлю верхней поверхности у прицепа. Тем более у него такая интересная геометрическая форма, что вот эти купола прям хочется сделать чуть светлее, чтобы они как бы так светились. Кабину я окрашиваю в цвет Sky Blue от красок фирмы Machete. То есть его даже не надо мешать, он в принципе получается вполне естественным, натуральным голубым цветом, таким, каким красили настоящие зилы на конвейере. И при этом получается уже сразу таким блестящим, то есть в принципе как надо. Причем он умеренно блестящий, не такой прям глянцевый, как для модели в 24 масштабе. Прям то, что надо для масштаба 43-го. Также я в стандартный Sky Blue добавляю капельку белой краски и высветляю верхние поверхности. То есть крышу, капот и верх крыльев. То есть те самые детали, которыми я покрыл белым цветом на этапе перед покраской. Желтый цвет окрашиваю прицеп. Тут, в принципе, тоже без каких-либо сюрпризов. Беру стандартный желтый цвет от Machete и просто окрашиваю весь прицеп целиком. И верхней поверхности также выделяю чуть более светлым желтым цветом. Поскольку у меня кабина получилась не совсем глянцевая, как мне хотелось бы, особенно после высветления, то мне надо чуть-чуть придать блеска. Для этого я буду кабину полировать. И причем краски от фирмы Machete, так же как и Tamiya, поддаются полировке. Беру тамиевский полироль, выдавливаю его на такую тряпочку чуть-чуть шершавую и, по сути, втираю его в краску. И на выходе у меня получается, в принципе, глянцевая поверхность. Конечно, для полного блеска нужно полировать именно лак. Но вообще по-хорошему надо полировать вначале грунт, потом полировать основной цвет, потом полировать лак. Это будет именно идеальный глянцевый цвет. Но мне такого эффекта не нужно. Все-таки у меня модель будет состарена. А для естественного блеска, чтобы убрать, по сути, шагрень, я заполирую поверхность. Да, почему может образоваться шагрень? Во-первых, я делаю осветление. Осветление я всегда делаю на не более низком давлении, из-за чего краска может не до конца долетать до модели и высыхать по пути. Причем после полировки сам полироль забивается в рельеф углубления модели. Чтобы его оттуда убрать, я заливаю в аэрограф просто обычную воду и под давлением, как керхером, по сути, вымываю полироль из рельефа модели. И потом уже дальше можно оперировать спокойно с моделью. Я окрасил свои цвета большинство деталей, и теперь, в принципе, можно собирать то, что у меня получилось, в единую конструкцию.
Вначале самое простое, я возьму элемент выхлопной системы, приклею на свои места. Я его окрасил в алюминиевый цвет при помощи красок мачете. Ну, у мачете только один алюминиевый цвет, поэтому там особо выбора нету. И все очень легко ставлю на свои места. Соответствующее отверстие на раме. Глушитель, в принципе, готов. Теперь можно заняться рамой дальше. Я поставлю на свои места покрышки. В принципе, тут куча покрышек, и они все одинаковые. Но единственное, я бы чуть-чуть подшлифовал шов, вот, который идет посерединке. И, в принципе, можно уже одевать покрышки на свои места. Даже после вот такой обработки будут выглядеть покрышки, как будто они действительно так подстерлись об асфальт и долго эксплуатировались. Но вообще, в принципе, можно размягчить покрышки в теплой воде, даже в горячей. Но иногда они заходят сами. Благо, колеса прокручиваются, и покрышки легко встают на свои места. О. В принципе, покрышка встала. Отлично. И так проделаю с оставшимися покрышками. В итоге я надел покрышки на шасси. Собственно, теперь она катается. Также надел покрышки на задний мост, вернее, на единственный мост прицепа. Теперь можно прицеп тоже собрать в целую конструкцию. Клей, естественно, все на суперклей, поскольку все уже приклеено, все уже окрашено. То есть тут также есть упоры. Есть посадочные места, и поэтому все ставится очень легко. А теперь время чуть-чуть покрасить. Мне надо покрасить руль в черный цвет. Использую мачете краски. Черный матовый. Это все просто. И также мне надо прокрасить сиденье. Для этого использую мачете Brown Skin. Тоже все предельно просто. Хотя можно было покрасить из аэрографа. Я нарисую сколы на модели. Для этого буду использовать две баночки от фирмы Pacific 88. Это ржавчина и темно-коричневый. Я их выливаю на палитру, в палитре смешиваю в нужной пропорции. Соответственно, если мы хотим более ржавый скол, то чуть больше рыжего. Если чуть более темный, то больше коричневого или вообще черного цвета. И беру спонжик или кусочек от губки для мытья посуды и вытираю ее об салфетку. И оставшейся краской на спонже я рисую сколы. При этом обратите внимание, что сколы я пытаюсь рисовать на тех местах, где, по идее, должны быть сколы. То есть это на стыках кузовных деталей, допустим, вот на лестнице, на прицепе муковозки, и в нижних поверхностях, да и там, где могут ветки задеть. Причем я посмотрел в интернете, какие бывают вообще в жизни такие прицепы, и они в основном почему-то эксплуатируются на Украине и довольно-таки в убитом состоянии. Видимо, у них нету обновления автопарка, поэтому я хочу тоже воспроизвести такой старый убитый прицеп, где будет смотреться довольно-таки интересно. Особенно сколы классно смотрятся на желтом цвете. Также сколы нарисую на кабине. При этом в основном я буду рисовать сколы на крыльях кабины и на нижних частях дверей, то есть где они, в принципе, больше всего появляются. Ну и логично, что у прицепа в основном сколы появляются на лестницах и там еще, где персонал двигается и стирает краску. Маркерами от мачете, также, кстати, есть маркеры Gem Scale, они тоже понравились, в принципе. Рисую отражатели фар, чтобы потом их уже ставить на свое место. И теперь я буду рисовать смывку, чтобы выделить рельеф модели. При этом у таких моделей, как от ВД,
У них не очень богатый рельеф, но тем не менее будет его интересно выделить. Смывку я тут применю коричневого цвета. Она, в принципе, подойдет и под желтый прицеп, и под голубую кабину. И кабина, и прицеп будут уже смотреться более живенькими такими. Поэтому, если не сильно убирать остатки смывки, то будет такой эффект везеринга небольшой, то есть как бы эффект загрязнения. А если, соответственно, убрать чуть побольше, то у нас останется смывка только исключительно в рельефе, и она будет подчеркивать объем и глубину деталей. То есть после смывки модель прям будет смотреться абсолютно по-другому. На кабине я выделю двери, капот, лючки, хотя к лючкам тут много вопросов именно с исторической точки зрения, потому что с лючками там есть отдельная история. Кстати, очень рекомендую книжки от Мади Мио, собственно, это уникальные книжки про историю автомобиля ЗИЛ, и там про лючки очень довольно подробно написано у 130-х моделей, откуда они взялись, почему не в таком состоянии, не в другом. Также после того, как смывка чуть-чуть подсохла, это примерно минут 15-20, я беру ватную палочку, смачиваю ее в white spirit и убираю остатки. То есть я убираю именно остатки смывки не в элементах рельефа, а вот именно то, что лишнее, то, что грязь как будто дополнительная. При этом я стараюсь водить ватной палочкой так, чтобы она повторяла движение потока воздуха и воды на настоящей машине. Если я смываю смывку на элементах капота, то я ее от переда назад как бы веду. Если у дверей вертикальных поверхностей, то сверху вниз. То есть как вода стекает. Также мне нужно нанести декали. Декали, кстати, у модели от ВД довольно-таки приличные. По крайней мере, модели в 43 масштабе. Мне очень понравилась надпись «Мука». Тут все без сюрпризов. Просто вырезаю декаль, кладу ее в воду на несколько секунд, примерно секунд 20-30, и перевожу на прицеп. Тут главное соблюсти горизонталь, чтобы она располагалась ровно на горизонтальной оси прицепа. То есть это такое главное требование. И мне осталось запылить модель, поскольку модель у меня будет такая повидавшие виды. Я беру сухие пигменты и втираю их в нижней части модели. То есть позагрязняю прицеп и сам грузовик. И вот такая модель у меня получилась. В принципе, мне понравился результат. Она довольно-таки состаренная, и при этом есть и художественные какие-то моменты. В общем, я надеюсь, что это видео вам понравилось, вы что-то подчеркнули интересное для себя. И мне, в принципе, сборка понравилась от этой модели, поэтому, слушайте, модель от АВД самые крутые, мне кажется, в этом плане. Они легко собираются, быстро красятся. То есть и работа над моделью у меня заняла, примерно неделю, наверное, от первого открытия коробки до финального результата. Так что подписывайтесь на канал. Всем пока!